Здравствуйте, дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Пасьянс Таро прогноз, что спешит в вашу жизнь. События ближайшего времени. Что скоро случится или произойдет, давайте с вами узнаем. И по части событий именно нам раскроют карты пасьянса на события. Здесь без ненужной философии, они нам конкретные какие-то факты, я так думаю, покажут. И, конечно, может быть такое, что ничего не совпадает, но если мы прислушаемся, вот попытайтесь, а вы очень интуитивные люди, тот вопрос, который вы сейчас обдумываете, или то, что вас сейчас тревожит, переложите все же на метафору значения этого пасьянса и карт. И прочитайте, может быть, для себя какую-то многоходовочку, или как какие-то события могут в конечном итоге, ну, вас привести к какому-то итогу, да, или как они могут разворачиваться. Может быть, вы и продумываете, просчитываете где-то варианты, как я поступлю, если пойдет вот определенным каким-то образом. А если пойдет иначе, тоже просчитывайте. Одним словом, я думаю, что наш прогноз вам будет полезен. Итак, события ближайшего времени, ближайшего будущего. Что расскажут карты? Смотрю я, смотрите и вы тоже. А планетарно вообще для вас добрый период. Ну, не всегда с прогнозами Таро и пасьянсов совпадают, да, астрологически, но астрологически тут что-то доброе. Ух ты, а ведь и правда, смотрите. Напоминаю, в нашем пасьянсе мы можем в крайних рядах складывать карты. У вас совпадает колчан со стрелами. И пасьянс прописано это значение полное исполнение желаний. Насколько полное, будем реалистами, правда? Но факт, что-то тут у вас такое получается. Более того, это может быть связано с дорогой. Либо вы куда-то, либо к вам кто-то. Или поездка какая-то, маршрут какой-то, который вы осуществляете, ну, к примеру, даже вы отправляетесь в какую-то местность, чтобы для себя прояснить какую-то тему, да, и тогда это нужно сделать. Для кого-то из вас дорога или приезд конкретного человека может как раз означать решение каких-то вопросов. Вот переложите. Дорога, исполнение желаний, тут какая-то взаимосвязь может быть. Хотя я допускаю, что это просто разрозненное значение, мы же все разные. Смотрите, у вас еще совпадает меч. Может быть и такая ситуация. Вообще это ссора, да, или какой-то конфликт. Может быть уже была ссора, точнее, был конфликт, и теперь вы можете каким-то образом его разрешить. Или, ну, как точку поставить в какой-то незавершенной ситуации, по которой как раз конфликт этот и состоялся. И примириться, я вижу больше именно так. Как будто закрыть, вот да, вот этот замок будет означать закрытый путь вот этой ссоре. Когда вы проговорите, может быть, откровенно, ну, какие-то важные темы, или, может быть, это ссора, иногда такое тоже бывает, из-за непонятости. Не поняли люди друг друга. Может быть, это и есть, знаете, как вы отправляетесь куда-то и проводите важные диалоги, и закрывается, в принципе, вот какая-то тема не только ссорой, а когда решается какой-то на более глобальном уровне для вас важный вопрос. Точно, вы будете как будто радоваться тому, что вот что-то у вас как закрылось, завершилось, окончилось, потому что хорошее настроение, ну, иногда, опять же, это разрозненные символы могут быть, и это флирт еще, может быть, в дороге какое-то знакомство, но это так, более легкое, потому что это легкость на подъем, хорошее настроение, вдохновение, флирт, может быть, и бабочки в животе, почему нет? Переложите, опять же, на свою жизнь. Смотрите, правда, тут и исполнение желаний вас что-то будет радовать. Так и хочется сказать, какие-то конфликты есть возможность разрешить. Или спорная, пусть эта ситуация, иногда так, да? Именно спорная ситуация, 50 на 50. Еще пока непонятно, как, куда, что пойдет и чем это закончится. И я тут вижу, что завершение будет, и вас это будет радовать. Ну, по крайней мере, будем оптимистами, и судя по значению выпавших карт,
К этому есть предпосылки. Смотрим дальше. Что тут у вас еще в ближайшее время, в ближайшие дни, в ближайшие недели будет, произойдет. И мы можем, опять же, соединить крайние карты, и у вас совпадают вопросы дома. Вот символ костер – это как домашний очаг. Это могут быть вопросы недвижимости или просто стены, да, вот дом, место вашей безопасности. Вы будете решать вопросы по дому. Когда выпадает костер, это и наши домочадцы, близкие, друзья, те, кто вхож в ваш дом, то есть наше ближайшее окружение. Но и также это сами стены или само место. Что там у вас, апартаменты, дом, ну, может, у кого-то и дачи там, да, и вот всякие разные какие-то события, которые именно связаны с недвижимостью. Тут у каждого будет по-своему. Смотрю, что мы можем еще соединить. Вы знаете, а для кого-то, тем не менее, смотрите, что может быть. Выпадает сердце, но когда сердце совпадает с ножом, разбитое сердце. И тогда это какая-то будет, я бы даже так сказала, у кого-то будет завершение прежней ситуации по личной жизни, именно по личной жизни, минусовой ситуации, когда вы тоже поставите в чем-то точку. Вот этот замок будет окончание означать, и может быть новая встреча. Я и этого тоже не отрицаю. Мы все разные, мои дорогие, поэтому перекладывайте на себя. Так вот, суммировать, если все значения, то, что вас сейчас как будто беспокоит, есть возможность разрешить. Поставить, правда, в чем-то, ну, завершение. Или вот эти точки, да, какую-то демаркационную линию под разочаровывающим прошлым подвести. И правда, все-таки знакомство у кого-то может быть. Может быть, и не замечтайтесь. Смотрите, флирт, мы говорим, или новое знакомство такое может означать. И выпадает лицо цыганки. Наверное, поэтому называется пасьянс цыганский. Но прописано лицо. Имеется в виду человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. И радость. Может быть, это просто деловые даже контакты. Тут у каждого свое будет что-то. Но мы можем это точно так же отнести вот к этому коту, да. Может быть, это радость, да, от того, что у вас получается решить какой-то вопрос, составить документы. Есть тот человек, который, ну, как посредник или вам каким-то образом помогает. Но есть еще и то, что вы все равно вот переживаете. Какие-то переживания, может быть, получится, не получится. Состоится какое-то дело или подписание документа, или разрешение какого-то вопроса. Я должна сказать, что это ведь то, что следует, да, вы можете напрасно на себя нагонять вот каких-то тревог, а как будто в голове, да, тут радость именно. Но, может быть, это один вопрос вы решаете, ну, может быть, в ближайшие дни и не получится вот так всеобъемлюще решить абсолютно все вопросы. Но тогда череп будет означать, что есть еще какая-то тема, которая требует все-таки вашего внимания, и вы ее пытаетесь переосмыслить. Ну, или как бы в своей душе, в своей ментальности разобраться, в какую сторону, что тут может пойти или развиваться. Ладно, вот пока с вами говорила, перепроверяю, что мы можем еще соединить. Откровенно говоря, не вижу, поэтому пойдем с вами дальше. Из разряда то, чего вы не ждете. Неожиданность, может быть, событие, новость. Что спешит? Что спешит на ваш порог? Что спешит в вашу жизнь? Именно из каких-то неожиданных моментов. А вот правда мы можем завершить какое-то противостояние. Или спорную ситуацию. Может быть, эта прежняя ситуация как раз и напоминала, как перетягивание каната. Были два заинтересованных лица, это вы еще кто-то, и было непонятно, в какую сторону повернется дело. Ну, нам тут не говорят, в какую сторону, но для вас это может быть действительно по тузу жезлов какая-то, либо новость буквально спешит на ваш порог, или это какой-то итог. Часто туз жезлов – это возможность прежде всего. И я часто говорю, как наша жизнь делится словно после какого-то момента или после информации, после получения документа.
может быть, вашего какого-то решения. Так вот, делится на период до и после. Ну, вот как-то так. Но это сила желаний. И главное, возможность. Возможности будут. Вот возможности спешат в вашу жизнь, причем неожиданные. Мы ведь с позиции то, чего вы не ждете. Так что вы не ждете из неожиданности спешить на ваш порог в ближайшее время. Какая-то радость. Радостное событие, от чего вы, ну, будете испытывать, знаете, некоторое облегчение, может быть. Это может быть связано действительно с каким-то человеком или контактом, необходимый, который, ну, либо, может быть, даже возобновить, я такое могу предположить, но это не совсем по картам, это больше планетарные транзиты. Или решить какую-то историю, ситуацию. Давайте мы достанем еще одну карту, но карта радости. Может быть, это касается, правда, личной жизни. Иногда по королеве жезлов проходят и люди, не обязательно. Пусть у нас тут королева, а, в общем-то, вы думаете о мужчине. Просто мы карту рассматриваем всегда как архетип. И король жезлов, там другая энергетика, другое значение карты. А здесь это какой-то правильный опыт, сильная позиция человека, который вот силу-то вот эту свою получил не просто так, не даром, а он прошел какой-то очень сложный опыт жизненный из проб и ошибок. В результате жизнь научила его быть осторожным. Правильно работать, кстати, с информацией, мы где-то говорили с вами, и правильно распоряжаться деньгами. Может быть, это вы, мои дорогие, что спешит на ваш порог. Может быть, это и контакты с таким человеком, который имеет опыт по той ситуации, которую вы решаете. Может быть, для кого-то, но это как содействие, я тоже говорила, как третьего лица, да, или какого-то посредника. Посредник для оказания услуг. Но, видимо, для вас это будет какое-то знаковое лицо, которое нельзя сказать: нет, мне показалось. А нет, тут я вижу именно взаимодействие с конкретной персоной, когда и вы-то усиливаете тоже ваши позиции. Ладно, давайте мы достанем следующую карту. Как же это все обернется? К чему все идет? Ну вот, к итогу. Причем к тому итогу, когда вы можете договориться по аркану мир, мы остаемся довольны. Ну, пусть на 100%, хотя там тут карты говорили о полном исполнении желаний, ну, будем реалистами. Но в каком-то ключе на какой-то больше процент вы как раз можете остаться довольными. И для вас это правда, вот как тот туз жезлов, который нам переворачивался. Мы подводим итоги и строим планы на будущее. На период до и после, как будто, ну, вот данный жизненный этап может условно, конечно, поделиться. И нет ничего невозможного. Для кого-то осуществление поездки. Может быть, тут кто-то из вас очень, ну, таким сложным путем получает документ для того, чтобы куда-то, в принципе, поехать. Я такое тоже могу допустить. А возможно, это долгий спор, когда все никак не могли прийти к какому-то согласию. Помириться можно, кстати. Почему нет? Но это тот итог, если мы спросили, к чему же это все идет, или как это обернется. Ну, мирными соглашениями как минимум. Или нахождение правильного компромисса. Здесь действительно вы можете остаться по какому-то вопросу более чем довольными. Ладно, давайте мы с вами по основным сферам жизни. Что спешит? Вашу личную жизнь – это и взаимодействие где-то с людьми, общение, ну и вопросы любви, конечно, тоже. Семьи, может быть. Ага, ну вот вы знаете, у кого-то и именно по личной жизни был какой-то конфуз, путаница, или, как говорят, разошлись, как в море корабли. Может быть, была какая-то история не очень красивая, и здесь у каждого по-своему. Если это не поняли друг друга, может быть, я допускаю, кто-то и хотел схитрить, но не получилось. Но, значит, тем не менее, по семерке мечей мы ведь тут должны быть, конечно, внимательны, это точно. Потому что, к примеру, если были проблемы в отношениях, а человек возвращается, ну, тогда будем реалистами, проблемы сами по себе никуда не исчезли. Смотри в оба. Вот вы, мои дорогие раки, не можете закрыть на что-то глаза, вот как эта девушка. Глазки закрыла,
голову своему спутнику на плечо положила, и уже все, она уже там где-то в иных мирах. А в это время какая-то соблазнительница рядышком присутствует, и так это смотрит игриво на спутника этой девушки. У него как глаз уже загорелся, вот он смотрит на нее. Но пусть это даже не в личной жизни, хотя вот как раз карта прорисовывает про личную жизнь, когда вы могли оказаться в какой-то не самой красивой или интересной ситуации, когда либо выбирают не нас, либо с нами просто как-то не очень красиво обходится, либо когда человек ведет свою игру. Может быть, это нам показалось. Все-таки карта не говорит, что это у всех будет так, поэтому будем реалистами. Но опять же, если есть проблема, она никуда не делась, она никуда не ушла. Значит, как минимум мы можем прояснить путем глубоких таких искренних диалогов. Давайте, что это означает? Вообще непонятно. Ну, тут явно было какое-то расставание, или для вас была по личной жизни та ситуация, когда сама по себе правда, она вышла на первый план. И неважно уже было, что привело конкретного человека или что привело вас вот к этому конфликту разрушения, правда? Здесь могли быть те взаимоотношения, которые перестали интересовать друг друга. Или одному из партнеров перестали быть интересными. И у кого-то это напрямую личной жизни будет касаться, а у кого-то, все же мы говорили, что это взаимодействие. Может быть, это и родственники, или еще какие-то люди, которые вхожи в ваш дом. Может быть, и друзья, может быть, и отношения, которые тоже была дружба, и вроде как-то это развивалось. Но в какой-то период времени вы почувствовали, что нет, тут какая-то неправда. И тут ведь у каждого будет как-то по-своему. Хорошо. А к чему это все идет? Что это? Это старший аркан. Это не вы это инициировали. Это именно как-то проигралось со стороны другого человека. Какая-то запутанная ситуация, мои дорогие. Как все вернется. Тут, знаете, вы могли узнать словно какую-то тайну. Или, может быть, увидели случайно что-то, и для вас это было сродни башне, как разрушение. Почему так говорю? Потому что по девятке мечей карта искаженного восприятия. Мы тут сами себе еще что-то и надумали тоже. Мы сами на себя могли нагнать страхов, потому что, может быть, это вашей личности какой-то вопрос касается. Кстати, у кого-то вопрос здоровья, когда вы на себя вот этих страхов нагнали. Может быть, и была какая-то ситуация, когда вы не видели определенной, ясности, да, вот по башне. Мы вынуждены были действовать, исходя из той информации, которую имели. А информация была плохая, вот прямо так скажем, неожиданная. И это не буквально сейчас. Это именно мы разбираем уже, откуда пришла вот эта семерка мечей, да, почему именно это сложилось. А потому что нам и говорят, было какое-то либо известие, либо какое-то разрушение, либо как, знаете, отправной пункт, когда вот уже как прежде уже не будет. Нет, тут как-то по-другому. Может быть, и действительно после какой-то новости вы как закрываетесь и думаете, я никому не верю. Вот по девятке мечей так и получается. Так как это все обернется? Явно какой-то диалог вам поможет прояснить ситуацию. Вы знаете, вам никто не мешает, но кто-то из вас и правда принял окончательное решение: я иду один или одна. Аркан Отшельник. И что будет дальше? Путь мага. Вот так. Тут магами не рождаются, я часто говорю, ими становятся. Именно потому, что мы вот с такими башнями сталкиваемся или с предательством сталкиваемся. И мы понимаем, что, нет, это мы словно с замыленными глазами были. А в какой-то момент прозрение. И после этого становления, когда ты сам себя приводишь в порядок, тебе вынужден ты как будто быть вот этим самым отшельником. Может быть, ты продолжаешь какие-то контакты, но в другом ключе. Вот тут может быть такая ситуация даже в паре, когда были какие-то моменты в вашем союзе, в жизни, когда вот произошла вот какая-то поворотная ситуация, вы перестали верить, может быть, человеку.
И у кого-то это случайно увидели, например, партнеры с кем-то, или узнали что-то. Прояснить явно тут что-то стоит. Но вот смотрите, как аркан-отшельник, так и карта мага. Это была ситуация не случайно. Вы не случайно услышали что-то или узнали. У вас вообще 3 старших аркана, мои дорогие. Вас именно судьба настраивает себе не навредить. Понимаете как? Да, в ваших руках сейчас или от вашего желания будет зависеть, мои дорогие, будет какая-то история продолжаться или нет. Вы можете как поставить точку и закрыть вот этот путь, но вы можете точно так же провзаимодействовать, скажем, проманипулировать. И тогда надейся сам на себя. Тогда это та история, которую будете знать только вы. Это вам будет помогать. Потому что вы тогда не захотите быть как открытая книга. Да, что-то я сказала. У нас тут 4 старших аркана. Карта тайны, Верховная Жрица. Вам тогда не самокопание вот это, да, по 9, а наоборот. Молчание вам помогает. Есть какая-то явно тайна или какой-то вопрос, который вам как-то красиво хочется либо обустроить. Может быть, это и ваш какой-то секрет, о котором вы никому не расскажете. Может быть, это у кого-то тот секрет, который касается именно вашей личности. И вы не хотите, чтобы это вышло на обсуждение. Тогда вы тоже как будто склонны, ну, как скрывать, может быть, даже так, да? Ищете при этом выход, как разрулить эту ситуацию. Или пытаетесь найти, ну, больше правдоподобной информации, словно сами что-то изучаете. И тогда я могу предположить, вы готовы пройти еще какой-то путь, словно в одиночку, пока окончательно с чем-то не разберетесь. И здесь это может касаться личной жизни или взаимоотношений с вашими близкими, с друзьями, а у кого-то именно личность, ну, кто знает. У кого-то, к примеру, вопросы по здоровью. Ну, правда, я никаких прогнозов не делаю, но или какой-то вопрос, который, к примеру, финансов касается. Было тоже вот как разрушение. Или по дому, например, да, башня. Иногда тоже такое может свидетельствовать. И вы словно один на один остались с проблемой. И пока вы не увидите более четкую стратегию, тактику, вы тут не настроены кому-то доверять. Ну, вот как-то так. Может быть, мои дорогие, это какой-то ближайший, ну, буквально период в несколько дней ближайших. Ну, или ближайшее время, может быть, и недели. Ладно, давайте мы узнаем. Так, а чего ждать в финансах? Неожиданных новостей. Будьте также из-за финансов готовы куда-то отправиться, поехать, собраться быстро, буквально подпоясался и стартанул. Может быть, это и инстанции, да, какие-то, или заключение каких-то договоров. Но, в принципе, эта карта говорит о скорости и о неожиданностях. А что это такое? 7 жезлов, как будто сам себя спасай. Когда своя рубашка ближе к телу. Тут надо действовать так, как выгодно вам, а не кому-то еще. И правильно распределить, правда, правильно распределить средства. Вот смотрите, у вас 2 рыцаря, один жезл и другой пентакли. Какой-то вопрос, который в конечном итоге можно свести к финансам, у вас начнет быстро развиваться. Или по нему придут какие-то сведения, новости, и тогда, может быть, будет очень много советчиков вокруг вас, вот 7 жезлов. Или будут говорить, делай так, не делай эдак. Нет, мои дорогие. Во-первых, тут планетарно даже у нас может быть такой период, когда не все поддается переосмыслению с позиции логики и здравого смысла. А вот интуиция будет давать правильные подсказки. Вот, пожалуйста, где-то детализация, инструкции, дополнительная информация вам буквально помогает. Может, и придется вам какую-то вопрос, тему рассмотреть, как бы и вблизи, и вдали, и в бинокль, и в микроскоп, мои дорогие, правда. Но тут нужно из неожиданностей как-то поступить наверняка. И это касается финансов. Просчитывать что-то придется. Давайте узнаем, что спешит в вашу жизнь или чего ждать от сферы работы, у кого-то бизнеса, ваши достижения, честолюбивые планы. Что на это?
Мы учимся. Ну, наверное, какой-то опыт предыдущий вы проходите. Вообще, эта та карта называется как прилежная ученица. И я только что говорила, вот у вас 2 рыцаря выпало, и это ведь неожиданность, которая малоизлученная. То есть вам вроде как нужно с этим провзаимодействовать или как-то правильно поступить, а вот именно как? Вы будете искать способы. И это через дополнительные знания буквально вы можете себе помочь, точно. Смотрите, все-таки не случайно у вас здесь полное исполнение желаний. Ну, опять же, в какой-то мере, в каком-то проценте, но для вас, видимо, из создавшегося положения или из ситуации будет максимально удобоваримый какой-то выход. Ведь эта карта, по сути дела, и финансы, и итог, когда мы остаемся довольны. Она предусматривает как и самоконтроль, ну, так и контроль к финансам тоже. И это 9, мои дорогие. Что-то будет меняться. Поэтому я могу, так забегая немного вперед, все же это достижение. Тут нужно смотреть на пару шагов вперед. И точно так же планировать финансы. Но не случайно, наверное, как итог выпала вам карта «Мир». Поэтому какие-то правильные действия вы или, может быть, в каких-то вопросах бездействия, как вы оставили, и себе говорите, что это уже не имеет значения. Я туда даже ни сил, ни времени своего тратить не буду. У каждого здесь что-то свое. Но внимание деталям вам помогает как-то правильно вот с этими неожиданностями провзаимодействовать. И, ну вот, наверное, становление мага, оно, по сути дела, так и есть. Маг никому ничего не говорит, но он великий практик. И, кстати, эта карта, она как раз на финансы, хотя для мага финансы это не главное. Не сами по себе какие-то бумаги, да, мы говорим, а деньги как способов или один из способов взаимодействия с миром, возможностей. Перекладывайте на себя, а я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.